Друзья, всем привет! Вы на канале В гостях у Вани, и сегодня мы выпекаем блинчики. Смотрите, какие тонкие и красивые получаются. Красотища, смотрите, друзья! Если вы хотите увидеть такой рецепт тоненьких блинчиков, смотрите видео дальше. Рецепт очень простой, я бы сказал очень простой, но вам обязательно понравится. Я его люблю. Блинчики получаются тонкие, солнечные, такие вот радостные, и подойдут на любой момент. Друзья, смотрите, можно приготовить как на кефире, на молоке, на воде. На кефире они получаются более пышные, но я люблю на молоке. Сегодня у нас будет, собственно, такой вот рецепт. И смотрите, что я приготовил. У меня будет мука, молоко, яйца, соль, сахар и немного сливочного масла, чтобы их смазывать. Ну, конечно же, масло для обжарки. Смотрите, рецепт очень простой, но есть несколько нюансов, и сейчас я с вами поделюсь. Первое, что мы сделаем, отмерим молоко и будем использовать пол-литра молока комнатной температуры. Если вы, как я, достали его только с холодильника, давайте его разогреем. Смотрите, отмеряем 250 миллилитров. Вот сюда его и еще 250. И получается у нас ровно пол-литра, то, что нам нужно. Вот сюда. Теперь, друзья, хотел рассказать нюансы. Первое, что мы сделаем, мы добавим яйца и смешаем их с сахаром и солью. Если вы хотите сделать десертные блинчики, добавьте больше сахара. Если с начинкой, то поменьше. Ну, приступим. Добавляем 3 яйца. Старайтесь использовать яйца тоже комнатной температуры. Тогда блинчики получатся очень тонкие и красивые. Удобнее всего использовать венчик. Получается гораздо легче и быстрее. Смотрите, я приготовил ложки для того, чтобы показать точное количество, сколько я буду добавлять. Добавим первый сахар. У меня будет 2 столовые ложки. Так, где наша столовая ложка? Вот. 1 столовая ложка. И вот 2. Достаточно? Смотрите, вот столько соли мне будет достаточно для наших блинчиков. Вот так. И хорошо это перемешиваем. Смотрите, у меня здесь 1,5 стакана муки пшеничной. Можно использовать гречневую, либо овсяную, если вы хотите сделать более рыхлыми. Смотрите, муку всегда рекомендую просеять минимум 2 раза, для того, чтобы она обогатилась кислородом. Это очень важно, друзья. И теперь начинается самое важное. Отставляем муку в сторону и начинаю добавлять молоко. Смотрите, у меня здесь ровно 250 миллилитров. Я вот добавляю все сразу, то есть половинку нашего молока. Хорошо перемешиваем. И начинаю вводить муку. И в муку добавляем примерно 125 грамм. Тоже половинку нашей муки. И как я уже говорил, ее нужно просеивать минимум 2 раза. Гарантирую, результат вас очень удивит. И смотрите, вот так хорошо перемешиваем. И теперь самое важное. Если вы сделаете таким методом, у вас 100% не будет комочков. Тесто будет очень классное. И блины будут выпекаться очень легко. Здесь нужно хорошо поработать, потому что блины любят кислород. Если тесто хорошо перемешать, оно обогатится кислородом. Добавляю следующую половинку молока. У меня здесь 250 миллилитров. Всю оставшуюся муку. И хорошо перемешиваю. Смотрите, тесто должно у нас получиться как жидкая сметана, либо жирные сливки. Если получается сильно жидко, добавляем немножко муки. Если густое, добавляем, соответственно, молока. Смотрите, какая красотища уже получается. И сейчас очень важный нюанс. Добавим масло в тесто. Смотрите, я буду использовать 2 столовые ложки. Это мы делаем для того, чтобы использовать его меньше при выпекании на сковороде. Тогда точно получится очень тоненько и красиво. И теперь еще раз хорошо перемешиваем. Друзья, всегда рекомендую после того, как вы приготовите тесто, дать ему постоять буквально 3-5 минут, сколько у вас есть времени для того, чтобы все хорошо перемешалось. И мука впиталась в молоко, расширилась, и тогда будет 100% очень классно. И блины у вас получатся на ура. Смотрите, как тесто у меня получается. Все, как я и хотел. Довольно
жидкое, но не как вода. Это очень важно. И, кстати, пахнет очень уже вкусно. И хотел добавить, я буду использовать сковороду с таким вот тяжелым дном. Но вы используете такую, как вам нравится. Главное приловчиться, и блины всегда будут выпекаться очень хорошо. В моем случае я ее очень хорошо разогрею и добавлю масло. Если вы используете тефлоновую, рекомендую смазать ее немного маслом перед нагревом. Смотрите, у меня сковорода хорошо нагрелась, я добавляю масло. Конечно же, можно использовать кисточку, но я вот так вот хорошенько его распределю по сковороде. И смотрите, друзья, сковорода у меня хорошо нагрелась, и я добавляю, у меня такой небольшой аполлоник, я его сразу добавляю в центр. Так. И распределяю хорошо по сковороде, такими круговыми движениями. И все это делаю на очень высокой температуре. Мне уже нравится, смотрите, как тесто получается. Теперь главное ничего не трогать и подождать 2 минутки. Смотрите, друзья, я выпекал примерно 2 минуты на одной стороне, 2,5. И сейчас мы его перевернем. Оп, смотрите, какая красотища получается. Тесто очень классное и удачное. Обязательно используйте такой метод. Смотрите, друзья, этот блинчик у нас готов. Перекладываем его сюда. И блинов у меня сегодня, конечно же, будет очень много. Семья будет довольна. Главное делать все это на высоком огне. Так распределяем наш блинчик по сковороде. Вот так. Смотрите, друзья, тесто очень удачное. И ориентируйтесь по краям. Как только начинают края отставать, можете немного посмотреть, как получается. Если хотите, можете использовать вилку для того, чтобы перевернуть. Но удобнее всего научиться такому методу. Смотрите, шевелим блин и вот так вот раз, переворачиваем его. Очень классно и удобно. Друзья, смотрите, смазываем немного маслом сливочным этот слой, и этот блинчик у нас уже готов. Смотрите, какая красота получается. Ох, красотища, друзья. Я люблю жарить блины. Особенно моя семья любит, когда они готовы. Сейчас будет целая гора. Друзья, смотрите, какая красотища у нас сегодня получилась. Блинчики тоненькие, не рвутся, просто классные. Из рецепта у нас получилось примерно 12 блинчиков. И мой аполлоник был 50-60 мл. Друзья, это просто великолепно. Они яркие, солнечные, тоненькие, ароматные. Просто класс. Можно взять с собой на работу, на завтрак, на обед, либо даже в поход. Всем желаю хорошего настроения и здоровья. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх для того, чтобы не пропускать таких классных блюд. До скорых встреч, пока!